Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Одна из главных особенностей Dyson Sphere Program – это система логистических станций, которая позволяет экономить на конвейерах и, что самое важное, доставлять ресурсы и компоненты с одной планеты на другую, как в одной системе, так и за ее пределами. Однако, что же выгоднее – доставить руду или переплавить ее и перевести уже продукт первичной обработки? Коротенько оценим. Отмечу, что это ни в коем случае не описание единственного верного способа обработки и перевозки сырья. Это скорее совет, который полезнее всего учитывать на раннем этапе игры, когда технологии на доставку слабо исследованы, а также для экономии варперов. Хотя ультимативный способ экономить варперы – это доставлять максимально обработанные изделия, фактически кубы ракеты. Но это тема для отдельного видео. Итак, мы прилетели на планету и хотим взять с нее все, что у нее есть, и даже чуточку больше. Какие ресурсы мы вообще можем увидеть? Железная руда, медная руда, кремниевая руда, титановая руда, кимберлит, камень, уголь, огнелед, фрактальные кремнии, сталагмиты, кристаллы оптические или органические и однополярные магниты. Жидкости и газы не рассматриваем. Фактически ресурсы делятся на три типа. Те, которые желательно обработать перед отправкой, те, для которых это не важно, и те, которые лучше не обрабатывать перед отправкой. Однополярные магниты технически относятся к первой группе, но они имеются на одной-двух планетах и используются в двух рецептах. Один из которых для здания, то есть в гигантских количествах не требуется, а другой не обязательный. А на старте и в середине игры вообще может быть вредным. В общем, магниты на позднем этапе с очень хорошим Advanced Utilization. В первой группе отнесем уголь, камень, кремниевую и титановую руды, сталагмиты и оптический кристалл. Из двух единиц угля, камня, кремниевой или титановой руд получается одна единица графита, стекла, очищенного кремния или титановых слитков. Следовательно, нам надо будет перевозить в 2 раза меньше предметов. Опа, экономия! А вот процесс обработки кремния в кристальный кремний относился бы ко второй группе, так как из одной пластины делается один кристалл. Со сталагмитами экономия еще большая. На данный момент одна единица нанотрубок производится из 3 сталагмитов. Основной рецепт для оптических кристаллов – это кристалл Казимира, который использует 8 оптокристаллов. Но тут надо помнить о водороде, который требуется вообще 12. Так что первоочередным будет доставка именно водорода с газовых гигантов, но ее оптики нужно немало. Желательно найти спутник газового гиганта, да еще и с огнельдом, и делать Казимиры на нем. Вторая группа включает в себя самые базовые руды, железо и медь, а также и органические кристаллы. Из медной руды слитки делаются 1 к 1, магниты и слитки из железной руды аналогично, из одной руды 1 единица продукта. Хотя если пойти дальше и рассматривать сталь, то тут из 3 слитков делается 1 штука стали. Органические кристаллы используются в производстве титановых кристаллов. Рецепт включает в себя, помимо 3 единиц титановых слитков, 1 органический кристалл и на выходе дает 1 титановый кристалл. Самая интересная группа руд, которые на выходе количественно выдают больше продуктов, чем было затрачено сырья. Это кимберлит, фрактальный кремний и огнелед. Не обрабатывайте эти руды на месте добычи, доставляйте их на планету, на которой будете делать свои изделия. И кимберлит, и фрактальный кремний при обработке выдают по 2 штуки алмазов и кристального кремния соответственно. У огнельда ситуация несколько иная. Из 2 штучек огнельда получается 2 же штучки графена, но вдобавок выходит еще и 1 единица водорода. Кстати, это причина, по которой я иногда все же стараюсь использовать стандартный рецепт крафта графена. Есть вероятность, что водород может забить хранилище и остановить производственные цепочки. Повторюсь, это не ультимативный гайд, это советы. Стоит еще упомянуть такие варианты, как производство блоков из камня, 1 к 1 нужны только на здании и фундамент, использование угля в качестве ингредиента для спрея, тоже 1 к 1, и сборщики фотонов из оптики, 1 к 1, но я бы таким не пользовался. В данном видео не затрагивали жидкости и газы, но с ними ситуация несколько особая, оценим чуть позже. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, пишите свои конструктивные предложения, указывайте на ошибки при их наличии. Да и заходите на стрим. Всем спасибо, до следующих разов. Рецепт кремниевой руды из камня вам не нужен.